Привет всем моим подписчикам и новым зрителям, с вами Матвик. За все время существования Ниндзяго было выпущено огромное количество наборов, а вместе с этим у них получилось множество несостыковок с мультсериалом, бывало даже крупных. Сегодня мы разберем такие случаи, не забудьте подписаться с колокольчиком. В 15 сезоне кристаллизация в поддержании Нии в замороженном состоянии помогла Скайлор, пришедшая в костюме из 9 сезона, разве что с принтами на ногах. Но в наборах мы видели совершенно другое, неканоничное кимоно. Конечно, спасибо Лего, что они разработали абсолютно новую одежку, но, во-первых, зачем, а во-вторых, опять без принтов на ногах. Итог — неканоничная версия Скайлор. В 5 сезоне появилось новое искусство — литуджитсу, которое стало одним из главных двигателей сюжета. В процессе им обучились Мора, четверка ниндзя и, как оказалось позже, Ллойд. Вместе с этим в Лего вышли физические воплощения искусства. Свой флэр здесь получили все вышеперечисленные, но среди них оказался набор с Рейтом, хотя этого просто не может быть. В сериале никто из призраков, кроме Мора, Янга и его учеников, не знали, как делать аэроджитсу. Такая же ошибка была совершена в линейке спиннеров 2018 года, когда мы увидели волчок-зеленушка из ниндзяго фильма. Стоит ли мне говорить, что кимоно ниндзя, эксклюзивные для этих комплектов, также не встречались в сериале и являлись элементарной заманухой для коллекционеров? А теперь посмотрите, это водная форма Нии. Шикарная минифига, да? Но вот прическа у нее не каноничная. В сериале был обычный хвостик, а здесь откуда-то взялась бандана. Для чего это было нужно, непонятно. Да и голову прозрачно могли уж сделать. С Эшем приключилась куда более увлекательная история. В 4 сезоне появился мастер дыма с очень интересными способностями и логотипом Оверлорда на поясе. Сколько ж теорий он развел в 2015-м. Эш Оверлорд, Эш внук Оверлорда. Однако все гипотезы были разрушены, когда в 2017-м вышла его фигурка в паке, и там оказался уже другой значок. Я не могу назвать это ошибкой, ведь Лего осознанно изменили лого, чтобы у людей больше не возникало вопросов, но не добавить это сюда я не мог. В наборе с байком Кола по 5 сезону ниндзя был человеком, хотя по сериалу, когда он получил его, тот уже был призраком. В итоге правильную версию персонажа издали только в следующем году. А это довольно известный недочет. Ниндроиды без шлемов в наборе 2014 года, когда в сериале таких вообще не было. В этой же волне вышел набор Атака Оверборга, где в качестве конфронтации байку Ллойда был представлен мотоцикл злобного Сайруса Борга, хотя в сериале такого тоже не было. В 10 сезоне мы наконец-то увидели долгожданных Они, которыми кошмарили ниндзя еще с 8 сезона. Но в итоге нас разочаровали не только слишком легким сливом этой могущественной армии, а еще и отсутствием ее в наборах. Благо нашлось спасение. Эксклюзивный пак за 1500 рублей. Всего 3 фигурки, да и те разочаровали. По инструкции у Омеги рога вывернуты не в ту сторону. Как бы не проблема повернуть, но зачем делать так, когда в сериале по-другому? Принты на ноги уж можно было нанести, не такие уж сложные. А про обычные ноги двух других я вообще молчу. Лего, у вас же есть копыта нужной формы. В чем проблема добавить их в этот эксклюзивный пак за 1500 рублей? Он недешево стоит, как по мне. Даже Асфиру леговцы недостоверно перенесли в наборы. Да, я про хвост, которого у фигурки тупо нет. Я не прошу сделать его с элементами пламя, как это было в сериале, но как по мне было бы намного лучше сделать здесь именно хвост, а не эту деталь. А какие вы замечали несостыковки сериала с наборами? Напишите в комментариях. Если под этим видео наберется 700 лайков, то я сделаю вторую часть. Не забывайте подписываться на все. Сайонара!